Привет, дорогие друзья! Сегодня я на одном из очень таких живописных прудов где-то во Владимирской области и хотел бы начать с вами разговор о зимних палатках. У меня их несколько, это достаточно нужный и регулярно используемый аксессуар для зимней рыбалки, но есть определенная специфика, которую я вам сегодня постараюсь достаточно подробно рассказать. Зачем же нам нужна палатка на зимней рыбалке? Скажу так, я использую ее далеко не во всех случаях. Вот, например, сейчас погода за бортом минус 18, а я без палатки. А все почему? Потому что сегодня у меня активная рыбалка с большим количеством передвижением, когда я пытаюсь на балансир найти стайного окуня. И мне надо переходить с места на место, с точки на точке, и по сути палатка мне не нужна. А вот для всех любителей зимнего поплавка, зимнего фидера, для всех, кто охотится на белую рыбу, для них, конечно же, палатка – это спасение. Спасение не только от холода, но в том числе от неприятных погодных условий. Например, когда оттепель и антициклон, находиться на льду, крайне неприятно, особенно если вместе с влажностью у нас появляется еще какая-нибудь морось, ветер, и прочие, скажем так, погодные неприятности. Поэтому палатка выступает в роли вот такого... Так, поклевочка была, я извиняюсь, да. Палатка выступает в роли такого кампуса, лагеря, в котором можно достаточно комфортно расположиться. Палатка даже для одного человека не должна быть слишком маленькой. Она не должна вас обтягивать, как детские колготки. Она должна позволять свободно вам размещаться и ловить рыбу, разместить какой-то свой шмурдяк и не переживать о том, что вы ее подпираете головой, либо плечами, либо спиной. И еще должно остаться место для обогревателя, причем обогреватель вы тоже не сможете поставить вплотную к стенке палатки, иначе все это у вас может запылать ярким пламенем и в принципе окажется небезопасным. А с другой стороны, покупать огромный павильон, если вы чаще всего ловите один или там вдвоем, тоже не стоит. Потому что чем больше габариты палатки, чем сложнее ее конструкция, тем она по сути тяжелее и менее удобна в регулярном использовании. Постепенно я пришел к своей собственной системе оценки палаток. Скажем так, делятся они примерно на 3 основных критерия. В первую очередь, это вес. Палатка, как ни странно, даже если мы ее кладем на волокуши, она все равно добавляет определенную нагрузку, которая сказывается при ходьбе, при переносе снастей, при погрузке-разгрузке в автомобиль. И все это, безусловно, надо учитывать. Второй, не менее важный критерий, который для палатки, более чем значимый, это габариты. Они так же, как и вес, влияют на удобство использования палатки во время доставки ее к месту ловли и во время хранения. Это очень важный параметр, который, по сути, дает примерно половину комфорта использования палатки. И третий критерий – это парусность. Казалось бы, все палатки в любом случае имеют какие-то габариты в разложенном состоянии. И, конечно же, в безветренную погоду мы можем на этот параметр, на этот критерий не обращать вообще никакого внимания. Он нам абсолютно никак не мешает. Но далеко не всегда у нас погода безветренная. У нас бывают и порывы ветра, и при этом может что-то моросить, может задувать, ветер может меняться буквально за 1 секунду с одного направления на другое направление. И тут парусность очень важна. И она не касается того момента, когда палатка установлена. С этим все палатки более-менее как-то справляются. А вот когда мы начинаем ее монтировать или наоборот демонтировать, разбирать, этот параметр выходит на первый план.
И я могу сказать, что неправильно подобранная палатка, не подходящая под условия погодные по ветру, она составляет достаточно большую проблему. Это такой кусок геморроя, с которым надо уметь обращаться. Пожалуй, стоит упомянуть еще один критерий, который наименее важный из всех, но тем не менее он есть. Это мобильность палатки. Мобильность не в сложенном состоянии, а непосредственно во время использования. Иногда все-таки приходится поменять точку лова, перейти с одного места на другое, и далеко не все типы палаток позволяют это делать легко и не напряжно. Сейчас я расскажу про свои палатки, которые я сам регулярно использую, и объясню, чем одна отличается от другой, вторая от третьей, и чем они между собой все хороши, ну и, соответственно, какие у них есть минусы. Я использую 3 типа палаток. Первая палатка – это палатка-шатер, она и появилась у меня самая первая. Следующая у меня появилась палатка полуавтомат. Я искал вариант, некая альтернатива, отличная от шатра по удобству использования. И третья, последняя палатка – это палатка-зонтик. Когда она разложена, она очень похожа на шатер, но механизм раскрывания очень похож на зонтик. Палатка-шатер самая просторная. В то же время у нее самые малые размеры в сложном состоянии и самый маленький вес. Казалось бы, это идеал, но идеал, к сожалению, в этом случае недостижим. А легкость этой палатки обуславливается простотой конструкции. По сути, каркас – это 2 направляющие из стекловолокна, которые собираются и продеваются непосредственно в ткань палатки. Это, с одной стороны, обеспечивает палатке простор и устойчивость, потому что никаких других конструктивных элементов в ней нет. А с другой стороны, это достаточно сложная система для монтажа. И если собирать ее еще кое-как удобно, а вот разбирать это целая история. И, к сожалению, по своим параметрам, таким как вес и габариты, это однозначно плюсы, а вот по параметру парусность это огромный минус, потому что быстро убрать палатку с ветра невозможно, и если присутствует ветер, то разборка палатки превращается в дикий квест со множеством нецензурной лексики, обмороженными пальцами и, по сути, перечеркивает все удовольствие от целого рыбацкого дня. В то же время палатка имеет еще один минус. Это как раз та самая мобильность. Перемещать эту палатку по поверхности льда практически невозможно. То есть, по сути, мы ее разобрали один раз, закрепили, и на этом месте будем находиться все время рыбалки. Перенести ее быстро, снявшись, так сказать, с якоря, уже не получится. Простор, компактность и малый вес – это однозначно плюс. Габариты у нее идеальны для того, чтобы перевозить ее в волокушах. А вот парусность и мобильность – это 2 больших минуса. И поэтому я обратил внимание на следующий тип палаток. Это палатки полуавтомат. Полуавтоматы, как правило, достаточно недорогие палатки, доступные для любого бюджета. Каркас палатки вшит непосредственно в саму ткань и представляет из себя металлическую ленту, которая, по сути, в определенных условиях может сгибаться в кольцо и, соответственно, разгибаться как пружинка. Ее достаточно достать из чехла, и вот она уже у вас сама разложилась. Каких-то усилий для того, чтобы ее поставить,
практически не надо. Ее надо хорошо прификсировать, потому что каркас не настолько устойчивый, и под ветром он прекрасно гнется. Но когда вы ее хорошо зафиксировали, то эта проблема решается. Также эта палатка достаточно легко и просто складывается, особенно если немножко потренироваться. По сути, несколько движений, и за какое-то там короткое время она у вас уже свернулась обратно в диск, и этот диск собранный вы засовываете в чехол и прекрасно переносите. Плюс такую палатку достаточно легко переместить с места на место. То есть она достаточно мобильная, и если вам надо поменять место ловли, то какой-то проблемы это не составит. У палатки есть особенность. Это наличие пола. Кому-то наличие пола в зимней палатке очень нравится, и они считают, что это такая нужная часть палатки, без которой совершенно нельзя. Что касается меня, я не очень люблю пользоваться палатками с полом, потому что, во-первых, ее невозможно использовать на мокром льду, а часто во время перепадов температуры мы имеем на улице минус 12, при этом под снегом примерно до щиколотки воды, а потом уже начинается лед. В таких условиях палатка с полом это большая проблема. Второй момент у палатки автомата, огромный минус, это ее габариты в сложенном состоянии. Она представляет собой, по сути, некий диск, который, скорее всего, удобнее было бы повесить как рюкзачок за спину, а не пытаться пристроить в волокушах. Закреплять ее достаточно проблематично. Для этого нужны не жгуты, а целая сетка. И я приобрел специально сетку для автомобильного багажника, которую накидываю на волокуши, и тогда эта палатка остается на месте. Но тем не менее, она постоянно норовит куда-то вылезти, выпасть. В общем, в плане собранных габаритов это не очень удачный вариант. И еще один минус – это вес самой палатки. Она весит порядка 3 килограмм. Конечно, есть палатки малых размеров, но в них абсолютно неудобно сидеть, и находиться даже одному человеку там проблематично. Вес и габариты в сложном состоянии у этой палатки однозначно минус. Мобильность и простота установки, легкость демонтажа – это однозначно плюс. То есть, опять же, найти какой-то палаточный идеал в случае с полуавтоматом не получилось. Третий тип палаток, палатка-зонт, привлекал меня своей удачной конструкцией, но отталкивал весом продаваемых палаток. Они содержали в себе алюминиевый каркас и весили гораздо больше, чем палатка-шатер или мой полуавтомат. Поэтому смысла приобретать я их не видел. Однако я наткнулся на конкретно свой вариант палатки зонта, у которой был каркас из стеклопластика. И все это обеспечило очень низкий вес конструкции. Палатка-зонтик оказалась удобная по своему пространству в разложенном состоянии. Это практически вертикальные стены, а не под углом, что очень съедает внутреннее пространство палатки. Это очень легкая конструкция, пригодная для быстрого монтажа и демонтажа, что существенно снижает вопросы парусности при ее раскладывании и складывании. Соответственно, очень высокая мобильность у данной палатки. Возможно, она не настолько мобильна, как
полуавтомат, но быстро ее сложить и перенести на другое место, это реально. И в отличие от шатра, это прям очень ощутимое преимущество. Шатер, как я уже говорил, практически не мобильный. При этом, конечно, есть у данной палатки один минус. Минус – это ее габариты в сложенном состоянии. Она помещается далеко не в каждой волокуше, и более того, я скажу, что, скорее всего, далеко не в каждый багажник автомобиля ее удастся засунуть поперек. Поэтому тут мы получаем, с одной стороны, несколько плюсов, то есть это и не самый тяжелый вес. По весу можно сказать, что здесь как бы плюс-минус. Он больше, чем у палатки шатра, но все равно меньше, чем у палаток зонтиков с алюминиевым каркасом. У нее низкая проблема парусности, которая снимается быстрым складыванием и раскладыванием палатки. И достаточно хорошая мобильность. Из вот такого отрицательного это габариты в сложенном состоянии. К ним, в принципе, можно привыкнуть, и это не так страшно, наверное, как я описываю. Тем не менее, проблемы есть, о ней надо знать. Что мне еще нравится конкретно в данной палатке? Ну, в первую очередь, это отсутствие пола. И благодаря этому ее можно использовать на любом сколь угодно мокром покрытии. В том числе это позволяет использовать лунки в том месте и в том порядке, как это вам нравится. Потому что палатки с полом подразумевают, что вы очень внимательно прицеливаетесь именно к месту расположения лунки и уже от нее пляшете, устанавливая палатку. Когда у вас пола нет, то вы здесь с развязанными руками можете поставить ее в любое место, куда вам нравится. Конкретно у этой палатки мне очень нравится наличие защитных сеток. Они помогают избежать попадания снега во время проветривания палатки. И я скажу даже больше. Чаще всего палатка у меня проветривается постоянно, потому что я использую обогреватель на газовом баллоне. Пусть это цанговый баллон, но все равно запах газа в палатке мало кому понравится. И к тому же, когда палатка полностью закупорена, воздух ниоткуда не попадает в нее, она очень быстро становится влажной внутри, возникает конденсат, и эта влажность, она объективно начинает мешать ловить. Мне, например, как очкозавру, это очень сильно мешает. Очки запотевают, уже ловить не так удобно. Вот, собственно, и все основные моменты, касающиеся палатки зонтика. То есть очень достойный вариант, и на него стоит обратить внимание в первую очередь. На рынке в продаже присутствует еще один тип палаток, это кубы. Они, как правило, более габаритные, а значит и более тяжелые, чем те палатки, которыми пользуюсь я. Однако, если у вас есть мотобуксировщик или, например, какая-нибудь мотособака или снегоход, и вес для вас не является каким-то решающим параметром, то, конечно же, скорее всего, надо обратить внимание и на такой тип палаток. Для меня, как для человека, который добирается до места ловли пешком по снегу, они не очень подходят. Поэтому в основном я использую сейчас палатку типа зонтик. И в этом плане она меня, конечно же, очень устраивает и постоянно выручает. Это, наверное, сейчас основная моя палатка. И я крайне доволен, что я ее нашел. А сейчас всем отличного дня, прекрасного настроения, ни хвоста, ни чешуи. И пока-пока.